Братья и сестры, здравствуйте. За моей спиной видите образ иконописный Луки, митрополита Симферопольского и Крымского, святого хирурга и исповедника веры. Мы как-то с вами говорили о том, что он был яркий проповедник и учитель веры. И вот сегодня я бы хотел вспомнить об одном его послании, окружном по духовенству Симферопольской епархии, где он вторично возбуждает смысл, так сказать, духовенства призывом к проповеди и к пасторской ревности. И в пример, что уникально в нашей агеографии, ставит католического святого. Он говорит им, устыдитесь, братья. Я приведу вам пример простого священника Жан-Мари Вианея, который жил в наполеоновской Франции и там, делал то-то, то-то, то-то. И он собрал огромную паству, народ слушал его, он проповедовал, учил и могущественно влиял на нравственность своего округа и всей Франции, в конце концов, при помощи терпеливого и простого, безыскусного исполнения своих обязанностей. Я не встречал больше таких примеров в свежих таких материалах проповеди наших святителей, где бы были ссылки на католических святых. Я поискал и нашел, действительно был такой Жан-Баптист Мари Вианей, был крещен с двумя именами, Иоанна Крестителя и Марии Девы. Жан-Баптист Мари – это его двойное имя. Вианей. Он был косноязычный, плохо учащийся молодой человек, который учился в семинарии в года наполеоновского императорского триумфа. В это время католическая церковь подвергалась разным гонениям и утеснениям. От них требовали лояльности к светской власти, и многого другого. Это отдельная тема исторического исследования. Дали ему приход в небольшом городке в округе Леона, сказав наперед, что паства его, христианская паства, от бессловесных скотов, которые она пасет, от волов, козлов, коров, ягнят, отличается только тем, что не крещеные. То есть, что козлы и бараны, что твои прихожане, это одно и то же, только козлы не крещеные, а эти люди крещеные. И он туда пришел, и там начал трудиться. Трудиться без помпы, без чего-то такого. Просто начал так выслушивать, молиться, служить, исповедовать. Постепенно, узнав о том, что батюшка такой, этот патер местный, такой сердечный человек, стали к нему приходить с окрестных сел. Он стал принимать до 50, сначала 20, потом 50 и более людей в течение дня. И они приходили к нему, беседовал, разговаривал, разруливал, выслушивал, утешал, молился, отпускал им грехи. И постепенно его это село превратилось в место паломничества. До 100 тысяч паломников в год приходило к Жан-Батисту Мари Вианею в последние годы его пасторской деятельности. Маленькую приходскую церковь нужно было расстроить до размеров огромного собора, потому что народ не вмещался. Он проводил до 17 часов в исповедальне. Вы, наверное, по фильмам знаете, что православный священник, он лицом к лицу принимает покаяние. Вот Евангелие, вот крест, вот кающийся, вот священник. И мы общаемся, и Господь слышит. А у католиков там есть некая будка такая, конфессионал, где решетчатое окно, и там сидит, патер, и человек через окошко, с ним разговаривает и рассказывает свои грехи. И вот он в этой будке, в этом конфессионале проводил последние десятилетия своей жизни по 17 часов в день. Его так и называли «узник исповедальни». То есть он как прикованный раб на галере, как будто скованный цепями или кандалами, сидел в этой исповедальне, принимая исповеди огромного числа людей до ночи, и за полночь, и до утра. Характерно было для него то, что он говорил следующее. Он говорит, что грехов в мире очень много. Грехи против Божьего величества, грехи против всех святых тайн Христовых, грехи против всех правд Божьих веры огромны. И если бы только не покаяние, давно бы Господь нас всех уже покарал. И вот он хотел от людей только одного – кайтесь, признайте свой грех, поймите, сколько он гнусен, покайтесь и старайтесь жить лучше. И питьемьи он не давал. Как правило, говорит, я за них пострадаю. Он мало что ел, мало что пил. Католики, они безженные,
То есть у них нет семейных забот. И если священник праведный, имеет цель Богу только служить, тогда ему эта безженность во славу Божию. Конечно, если он грешник, тогда у него есть соблазн на всякие фокусы, о чем вы и без меня читали и слышали в средствах массовой информации. А этот был такой вот праведник, который мало что ел, мало что пил, и как затворник на галере, вот в этой в исповедальне своей, как прикованный к веслу, раб на галерный, работал многие-многие годы. Он говорил, секрет мой очень простой. Я ничего не прошу для себя, все, что прошу для людей. Вот, и жалею их. Вот такого человека ставит в пример нашему духовенству в своем послании к Симферопольской пастве святой Лука Крымский. Это уникальный, повторяю, случай, потому что наши святые избегают цитировать или ссылаться на святых Западной Церкви и правильно делают отчасти, потому что так оно сложилось. Этому есть некие обоснования. Но вот пример. Это Жан-Батист Мари Вианей, праведный пастырь, узник исповедальни, был поставлен в пример нашим батюшкам. Говорит, гляньте, говорит, к стыду вашему говорю, в любом селе, в любом городке можно наладить духовную жизнь, если отдаться Богу и людям, не искать своего, а работать или проповедью, или исповедью, или иными трудами. Работать надо, братья, работать, иначе пропадем все, а за всех ответим мы. Такой дух посланий святого Луки, я считаю, чрезвычайно важным об этом напомнить. До свидания.